Рада приветствовать всех любителей вязания. Сегодня хочу показать вам вот такой необычный и очень эффектный узор ромбы с обвитыми петлями. Этот рисунок сразу привлекает внимание своей фактурностью и объемом. Внутри выразительных вот таких вот ромбов я сделала сетку, которая сочетается с платочным узором. Внутри вообще можно разместить любой узор, который вам нравится. Вот, к примеру, кофточка, которую вы сейчас видите на экране, она связана этим же узором, но внутри здесь связаны цветочки. Для меня такой вариант немного вычурный, но о вкусах не спорят. Но, в общем-то, общая изюминка любого варианта серединки этого ромба придает прием с обвитыми петлями. Именно он делает узор оригинальным и современным. Такой узор отлично подойдет для создания свитера, жилета, кардигана, шарфа и множества других оригинальных идей. При всей изысканности внешнего вида узор сам по себе несложный и подойдет даже мастерам начального уровня, если уделить время и разобраться в нем. Сегодня в видео я покажу вам, как вязать этот узор на примере двух раппортов его, а также покажу два варианта, как выполнять данное обвитие. Поэтому думаю, что каждый сможет повторить и использовать этот элемент в своих изделиях, придавая им уникальность и стиль. А сейчас давайте просто рассмотрим этот узор. Вот так он выглядит при вязании снизу вверх. Если же вы вяжете от горловины, он выглядит иначе за счет того, что другое чередование сетки и платочного узора, но его можно поменять местами. Все это очень легко делается, и он будет выглядеть практически так же. Можно, как я говорила ранее, сердцевинку заменить другим ажурным узором или просто связать платочным, тоже будет выглядеть очень интересно. Изнаночная сторона этого рисунка выглядит вот таким вот образом. Для вязания здесь подойдет любая гладкая пряжа. Это может быть летняя, демисезонная или же зимняя, которой я вязала свой образец, потому что свой образец я вязала из стопроцентной шерсти. Здесь 200 метров в 100 граммах, и вязала я его на спицах номер 4. Также он будет красиво выглядеть, если вы свяжете его из пушистой пряжи, будь то кид-мохер или же достаточно пушистый мохер. К спицам узор абсолютно не привередлив. Здесь стоит прислушаться к рекомендациям производителя, вашей личной плотности вязания, а также учитывать, какой результат вы в конечном итоге хотите получить. К примеру, если это будет шаль, то можно брать смело спицы на размер даже на 2 больше, нежели рекомендации производителя. Но все это нужно пробовать, учитывать ваши вкусы и пряжу. А теперь давайте приступим к исполнению. Раппорт данного узора составляет 12 петель в ширину и 16 рядов в высоту. Как я уже говорила, вместе с вами я буду провязывать 2 раппорта узора, поэтому я набрала 27 петель. 24 – это 2 раппорта узора. В конце ряда у меня есть 1 петля симметрии и 2 кромочные. Если же вы вяжете по кругу, вы набираете просто количество петель кратное 12. Итак, первый ряд. Кромочную я переснимаю и сразу начинаю вязать узор. 3 изнаночные петли. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я поменяла расположение дужек на классическое, чтобы первая смотрела на меня и петли не получались скрещенными. Провязываю одной лицевой петлей.
Далее 1 лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево. У меня петли открытые, поэтому ничего я здесь не меняю. Провязываю просто 2 вместе лицевой вот таким вот образом. После чего идет 5 изнаночных петель. Это не изнаночные петли, это петли платочного узора. Я их по лицевой стороне провязываю изнаночными и по изнаночной также изнаночной петлей. Мне так удобнее. Вы можете вязать платочный узор как удобно вам. Итак, 5-я изнаночная петля. И повторяю, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 1 лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные петли. 1, 2, 3. 2 из них это относятся к раппорту узора. 3-я изнаночная петля это петля симметрии, которую я провязываю, чтобы узор выглядел симметрично с правой и с левой стороны. И ряд заканчиваю кромочной петлей. Все четные ряды в этом узоре провязываются по рисунку, но нужно учитывать, что петли платочного узора будут провязываться иначе. И вот с этой целью я как раз и провязываю их по лицевой и по изнаночной стороне изнаночными, потому что тогда полностью изнаночный ряд я вяжу изнаночными петлями и не задумываюсь, какая где у меня петля. Не нужно напрягать зрение и память, вспоминать и всматриваться в узор. Если же вы вяжете по кругу, точно так же все петли по рисунку, учитывая петли платочного узора. Они вяжутся другими противоположными петлями. Вместе с вами я начну вязать второй ряд, чтобы вы увидели на практике, как это я делаю. Итак, кромочную переснимаю. Далее у меня идут 3 платочные петли. Я их провязываю изнаночными в изнаночном ряду. После чего сам узор, он здесь полностью провязывается изнаночными петлями. Накиды также, как видите, я провязываю открытой изнаночной петлей. Вновь дошла до 5 петель платочного узора. В изнаночном ряду я провязываю их также изнаночными, как и все остальные петли. Мне так очень удобно. Дальше изнаночные петли, дошла до накида, его провязываю открытой изнаночной петлей, чтобы у меня образовывалась дырочка. Изнаночная, накид изнаночной петлей и далее изнаночные петли. Дошла до платочного узора, их провязываю изнаночными. В принципе, вот все, как видите, очень легко и просто. 3-й ряд. Кромочную переснимаю и начинаю вязать сам раппорт узора. 2 изнаночные петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, это я формирую сетку, накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные, 2, 3 и повторяю, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, накид, 1 лицевая петля, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, это я закончила раппорт узора, и еще 1 изнаночная, это уже петля симметрии. И кромочной я заканчиваю вязание ряда. 5-й ряд. Кромочную я переснимаю. Дальше идет 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 лицевая петля,
2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 лицевая петля и 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я закончила вязать раппорт узора. Далее я провяжу изнаночную, это петля симметрии, и кромочная. 7 ряд, и здесь я буду выполнять прием с обвитыми петлями. В этом ряду я покажу вам первый способ, он и является правильным. Далее, когда в следующий раз буду выполнять обвитие на этом же образце, я покажу вам, как делаю это я. Этот способ я распускать не буду для того, чтобы вы сравнили оба варианта, как они выглядят в конечном итоге и смогли выбрать для себя максимально оптимальный вариант вязания этого приема. Итак, 7 ряд. Кромочную я также переснимаю. Далее 3 лицевые петли, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, еще раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я довязала до 5 петель, вокруг которых нужно выполнить элемент прием с обвитыми петлями. Для этого я беру дополнительную спицу и переношу на нее 5 этих петель. Все, перенесла. Дополнительная спица у меня находится за работой. Вот таким образом. Это все выглядит. Нить находится перед дополнительной спицей. Так, на практике это делается немножечко по-другому, но я хочу, чтобы вы все увидели, поэтому сейчас сделаю вот так. Вот. Нить находится перед работой дополнительной спицы. И против часовой стрелки мне нужно сделать 2 витка вокруг этих петель. Первый виток, второй виток. Нить ушла за работу. Вот так это выглядит на данном этапе. Витков может быть и 4, и 6, сколько угодно, в зависимости от того, насколько пушистое вы хотите сделать это обвитие. Далее мне нужно с дополнительной спицы просто провязать все эти 5 петель лицевыми. Первая, вторая, третья, четвертая и 5-я петля. Все, дополнительная спица мне не нужна до следующего обвития. Вот так выглядит этот элемент на данном этапе. Далее я вяжу по схеме. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, еще раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и 3 лицевые петли. Кромочной заканчиваю вязание ряда. По изнаночной стороне эти петли, которые находятся внутри обвития, они провязываются просто изнаночными обычными петлями. Здесь никаких нюансов нет. 9 ряд. Кромочную я переснимаю и начинаю вязать сам узор. 1 лицевая, накид, лицевая,
2 вместе лицевой с наклоном влево, 5 изнаночных петель, это также не изнаночные, а петли платочного узора. Я для удобства просто их обозначаю как изнаночные. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Здесь вы можете проверить себя, потому что первая петля в этом убавлении, она идет от петель с обвитием. Провязываю их 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Далее 1 лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая. Последняя петля из обвитых также участвует в убавлении 2 вместе лицевой с наклоном влево. После чего также провязываю 5 петель платочного узора, 4, 5, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая, накид. Накидом я закончила вязать раппорт узора. 1 лицевая, это петля симметрии и кромочная петля. 11 ряд. Кромочная, далее 2 лицевые петли, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные петли, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю кромочной петлей. 13 ряд. Кромочную я переснимаю и начинаю вязать сам узор. 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Я закончила вязать 2 раппорта узора, ряд заканчиваю кромочной. И хочу обратить ваше внимание, что в 11 и 13 ряду, когда провязывая левую сторону полотнища, здесь у меня задействована была петля симметрии. 15 последний лицевой ряд этого узора. Здесь будет выполнен также прием с обвитием петель. И в этом ряду я покажу, как это делаю я. Потому что мои постоянные зрители знают. Но еще раз хочу сказать, что я не очень люблю использовать в вязании очень много дополнительных приспособлений. По максимуму стараюсь обойтись спицами и пряжей. Итак, как я выполняю обвитие? Кромочная петля и начинаю вязать раппорт узора. 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И я дошла до 5 петель, вокруг которых мне нужно обвить нить. Далее, отсчитав эти 5 петель, немножечко можно натянув для удобства, не захватывая никакую петлю, просто вот продеваю спицу между петлями, между 5 и 6 петлей, подхватываю рабочую нить и провязываю лицевую петлю.
Здесь мне не нужно натяжение никак регулировать, потому что, выполнив вот это действие, у меня все обвития получаются одинакового размера с одинаковым натяжением. Придерживаю пальцами после того, как я сделала вот такое движение спицами, придерживаю пальцами, чтобы петля больше у меня не вытянулась. И первую петлю я размещаю на спице классически, то есть чтобы первая дужка смотрела на меня. Если вы вяжете по кругу или классикой, или другими еще способами вязаниями, к примеру, английский способ, у вас петли так и будут расположены. У меня же они расположены иначе, потому что я отдаю предпочтение восточному способу вязания. Далее, вот эту петлю, которую я провязала между 5 и 6, вот таким вот образом я надеваю на спицу. То есть тоже на меня смотрит первая дужка. После чего эти две петли, вновь надетую, и первую петлю из тех, вокруг которых я буду делать обвитие, я провязываю одной лицевой, вот таким вот образом, подхватывая и провязываю одной лицевой петлей. Вот, все, элемент выполнен. Далее я просто провязываю 4 оставшиеся петли. То есть 5 петель у меня было, 5 их и осталось. Просто первую петлю я провязываю вместе с вот этим обвитием. Далее продолжаю вязание по узору. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. И вновь выполняю обвитие. Вот мои 5 петель. Между 5 и 6 петлей я продеваю спицу. Никакую петлю, никакую ниточку я не подхватываю, а подхватываю просто рабочую нить, делаю вот это движение, чтобы у меня все петли были одинаковыми. Вы можете другое движение делать, которое вам удобно и привычно. Главное, чтобы оно было одинаково всегда при выполнении этого элемента, и вам не приходилось потом уже в готовом изделии что-то подтягивать и равнять. После чего, придерживая пальцем, меняю размещение первой петли, переношу на левую спицу вытянутую петлю и провязываю эти 2 петли вместе одной лицевой. После чего провязываю 4 оставшиеся петли из обвитых. Все, элемент вязания выполнен. Далее провязываю 2 вместе лицевой с наклоном вправо, делаю накид соответствующий и провязываю кромочную петлю. Вот так это выглядит на практике. Разные способы обвития. Да, у меня здесь натяжение немножечко разное. За счет того, что я вот этим приемом пользуюсь крайне редко, только в тех случаях, когда нужно мне сделать обвитие там больше, нежели 2 петли. 4, 6, 10 и так далее, когда нужно что-то очень пышное сделать. Конечно же, я пользуюсь тогда только вот таким приемом, потому что другие приемы вязания, они менее эффективны и более сложные. Но если мне нужно сделать 2 витка вокруг петель, мне намного проще выполнять вот такой вариант. По внешнему виду само исполнение ничем не отличается. В моем случае, как я сказала, отличается только натяжением нити. Но здесь нужно просто поставить руку. По изнаночной стороне это тоже выглядит одинаково. Вот элемент, который с обвитыми петлями. Я его пытаюсь показать, как он выглядит по изнаночной стороне. Вот. И вот элемент, который выполнен у меня. Здесь не провязан изнаночный ряд, поэтому я покажу вам на своем другом образце. Вот мой вариант обвитых петель. Они смотрятся практически идентично. Поэтому вы имеете возможность выбрать, какой вариант вам проще, удобнее, лучше и создавать свои шедевры. Всем хорошего дня и до встречи на канале!